Доброе утро, дорогие друзья! Когда вы проснетесь, я хочу, чтобы вы день свой провели в прекрасном настроении. Поэтому хочу с вами поделиться хорошей новостью. Сенат США принял закон о демократизации в Беларуси. Что это значит? Давайте обсудим. Поехали. Друзья, я уже, если честно, спал, но когда мне высветилась такая новость, я думаю, надо сделать хорошим людям прекрасное настроение на день и записать видео. Потому если я буду много моргать, вы не обижайтесь. Значит, что принял Сенат США? Еще 19 ноября вносили, я не помню фамилию, какой-то сенатор, этот законопроект о демократии в Республике Беларусь. Там очень большой документ. Я вам зачитаю некоторые вещи, и мы с вами подумаем, что это дает. Значит, акт о демократии в Республике Беларусь содержит такие положения. Признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге в мирной передаче власти и не признает Александра Лукашенко законно избранным президентом Республики Беларусь. То есть, если это признает Америка, то значит признает Европа. Признает Европа, по сути дела, можно сказать, признал весь мир. Тем более сейчас, когда вчера Навальный, вернее сегодня, нанес такой сокрушительный удар по Путину своим диалогом с этим ФСБшником, Путина уже тоже весь мир не будет воспринимать. И это очень хорошая часть этого акта. То есть уже Тихановская станет официальным представителем для налаживания мирной передачи власти для всего мира. Дальше. Акт призывает провести новые президентские и парламентские выборы в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ. То есть это тот самый главный пункт, который просят люди. Которые просто говорят, дайте нам нового менеджера. И дайте нам честные и свободные выборы. Тут опять же толкает на мысль, как Россия умудряется растерять, ну не Россия, все-таки надо признать, Кремль и Путин, все братские отношения со своими соседями. С Украиной Путин войну устроил, с Беларусью поддерживает диктатора. И люди все просто отворачиваются. Потому что кто поддерживает обычных людей, которые против несправедливости? Европа, Америка. Если ты там даже никогда, условно говоря, не был, ты все равно будешь начинать смотреть в ту сторону, потому что ты видишь ту несправедливость, которая происходит. И значит, по твоим взглядам, Европа и Америка ближе. Идем дальше. Предлагает освободить всех политических заключенных без всяких предварительных условий. Все. Все задержанные признаны политическими заключенными. И по этому поводу будет тоже сумасшедшее давление. Поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедания. Это то, как панически забегал сейчас диктатор, как он срочно рассказывает, что он вместе и церковь вместе с ним. Но мы же видели примеры, как церковь поддержала протесты. Правда, потом либо их не пускают на территорию Белоруссии, либо срочно всех меняют и ставят РПЦ своих ставленников. Ну, а про РПЦ мы знаем, это чисто ФСБшная структура, и там до веры им очень далеко.
разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси. Это значит, они будут полностью солидарны с Европой и объединят усилия по поддержке всех независимых СМИ, всех независимых аудио, видео и там, не знаю, блогеров, радиостанций и тому подобное. Значит, их тоже опять признает весь мир. Заявляет, что США не признают включение Беларуси в союзное государство с Россией. Этот пункт меня вообще очень удивил. Мы все только на предмет слухов, и постоянно два диктатора между собой переговариваются. Один вроде чувствует усатый чуть-чуть силу, не пойду в союзное государство, только слабость, его туда-туда и всасывают. А люди же не хотят. Тут, кстати, по этому поводу союзного государства я вам хочу сейчас вставить видео. Самое главное, ебатька, блогерша знаменитая, которую мы уже несколько раз смотрели, которую бегом пропагандой на телевидении зовет. Я вам не вставлял, она неделю назад признавалась в прямом эфире, как она любит Озаренка, и как она за этим пропагандистом с ума сходит и говорит, что он там безумен. Смотрите, что она выдала вчера по поводу союзного государства. Привет всем змагарам! Особенно привет отдельный змагарам из Бреста и из Гродно. Ну что, можете помахать пока тем, кому вы так стремились. Потому что благодаря таким змагарам, как вы, и еще у нас, в России, в Киргизии, в других странах, возникает угроза национальной безопасности, угроза военных конфликтов. Поэтому главы государств сейчас по-любому будут что-то предпринимать. И я не удивлюсь, если этот союз будет. Он уже, я думаю, формируется. Не хотели быть многовекторной Белоруссию? Получайте. Сейчас союз. Как мы будем жить, я не знаю, но перемен вы точно добились. Молодцы. Надеюсь, в лучшую сторону. Ну, знаете, я ее включил только, чтобы вы откомментировали. Потому что, честно, у меня тут двоякое впечатление. Она обвиняет свободных людей в том, что они сами сделали все, чтобы быстрее Путин всосал Лукашенко к себе в засос глубоко вместе со страной. Хотя до этого на всех она видео бегала с триколором и передавала там всем привет русским. А здесь как-то, мне кажется, она сама не очень-то рада, что возможен союз с союзным государством, так называемым братским. Я прям вот чувствую, что она обижается, и она уже не знает, как там будет. И у нее улыбка это через силу. Она очень расстроена. Она при всех своих пробежках с триколором, по-моему, не очень хочет в Россию вступать. Ну, вы прокомментируйте, может, я ее не так понял. Идем дальше. Знаете, я неправильно перевел пункт. Поддерживает, разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси. Я это отнес как продвижение свободы СМИ. Тут я неправильно расшифровал, потому что вот есть конкретный пункт, требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации, оказывает поддержку белорусским СМИ и представителям IT-сектора. То есть тот пункт еще что-то расширяет. Ну ладно, тут же вопрос не об этом. Я только что буквально, пока эта красавица играла, зашел в белорусские телеграм-каналы. Либо еще достаточно людей, которые не понимают ценность и вообще любой поддержки извне,
Неважно это откуда идет, от маленькой страны, от большой, от какого-то маленького блогера, от какого-то большого маленького артиста, знаменитой звезды. И то же самое касается стран. Либо налетело среди ночи огромное количество ботов каких-то или ебатик в Телеграме. Ну, все как в один голос кричат: ай, что это такое, ай, это ерунда, да, ничего не будет. И такое, знаете, то ли это паническое настроение, то ли это реально тролли бегом людям рассказать, что это все ерунда, это все плохо. Я вам говорю, это очень классно. Любая поддержка людей, которые безоружные против автоматов, она очень сильна. Ведь тут же вопрос не в том, что введут какие-то санкции лично против Лукашенко. Это же обухом по голове бьет все его окружение. Его окружение, начиная от вторых, третьих уровней, назовем менеджмента, заканчивая всех внизу, там же шансы не только против силовиков, сейчас будет против всех его кошельков, там против всех, кто принимал непосредственное участие в выборах, всех, кто их фальсифицировал, и все российские СМИ, которые приехали вещать на территорию Беларуси, ихние журналисты против всех русских, которые поддерживают официальные лица диктатора Лукашенко. И представляете, им тут за своего пу страшно, что они могут попасть под раздачу. А что происходит внутри этого, назовем, менеджмента убийц Лукашенко? У них же тоже большой страх. Зачем им и ихним детям страдать, когда ты, кроме своего маленького концлагеря, боишься выехать куда-то за границу? Потому что если вас всех объявят в международный розыск, все, морей не существует. Вы никакой Египет, никакую Турцию не полетите. Всех могут в любой момент повязать и гонять будут по всему миру. А здесь не 40 лет вы строите концлагерь, не получится сделать Северную Корею. Люди не дадут, мир не даст. Много свободных людей. Поэтому, друзья, это очень классная новость. У нас за день 2 классные новости. Я буду ждать сегодня, как российская пропаганда будет сходить с ума и рассказывать, что разговор аудио Навального это полный фейк, это все сделали роботы, это все очень плохо. Живе Беларусь! Слава Украине! И Россия без Путина. Хороших людей больше. Вечером я вам постараюсь удивить Китаем. Пока.